Сегодня в этом видео мы с вами поговорим о зеркалах, для чего они нужны, какую несут информацию и как с ними поступить в том или ином случае. Обязательно досмотрите это видео до конца, вы получите сегодня много полезной и важной информации. Итак, друзья, зеркало. К сожалению, многие из нас всегда находятся рядом с зеркалом, и мы не можем обойтись без него. Наверняка на Земле не найдется и десятка людей, которые хотя бы раз не встречались со своим отражением в зеркалах. Вы знаете, этот удивительный предмет сопровождает человечество, начиная с бронзового века, и, видоизменяясь, триумфально идет сквозь время и пространство. Первые зеркала изготавливались древними мастерами из меди, серебра и бронзы. А современную историю зеркал вы можете проследить, начиная с XIII века. Первые стеклянные зеркала появились в Италии и стоили, к сожалению, баснословных денег. И, конечно же, здесь не обошлось без загадочной, вечно прекрасной и хранящей тайны средневековой магии – Венеции. Позволить себе венецианское зеркало тогда могли только монархи и самые знатные аристократы. Несколько позже королева Франции Анна Австрийская, известная нам по роману Александра Дюма «Три мушкетера», произвела фурор на балу, появившись там в роскошном платье, украшенном сотнями маленьких зеркал. И вы знаете, это едва не привело к разорению государства, ведь для того, чтобы расплатиться с мастерами из Мурана, пришлось, к сожалению, опустошить казну. Но зеркала не были просто предметом роскоши. Именно с тех далеких времен люди знали, что зеркало – это порог между миром яви и потустороннего, скрытого нашему пониманию. Представители самых разных стран и народов считали отражение в зеркале своим двойником и иной неведомой сущностью или даже душой. Наши предки верили, что все, что отражается в зеркале, продолжает существовать в его глубинах, блуждая по зазеркальным лабиринтам. Именно с этим связан обычай прикрывать зеркало в доме, где кто-то умер, и не дать душе заблудиться или вернуться назад в мир живых. Несмотря на то, что зеркало стало, знаете, таким вот своеобразным символом иного мира, людей все равно привлекают зеркала. Мы любим смотреть в ровную прозрачную гладь и видеть себя, окружающий мир, как сквозь дымку лунного света. Наверное, вы помните пушкинское «Свет мой, зеркальце, скажи», или Алису в Зазеркалье Льюиса Керрола. Особую роль зеркало занимают также и в девичьих святочных гаданиях, когда в бесконечном зеркальном коридоре, образованном двумя и установленными друг напротив друга зеркалами, невесты старались разглядеть лик суженого. С зеркалами также связано бесчисленное множество легенд, поверий и всяких забабонов. Некоторые нужно соблюдать и теперь. Кто не знает о том, что нельзя смотреться в треснутое или разбитое зеркало и его осколки. Наверняка об этом вас предупреждали мамы и бабушки. И проигнорировать этот запрет значит навлечь на себя беду. Многие люди, чье здоровье и материальное благополучие резко ухудшилось, вспоминали впоследствии, что смотрели в разбитое зеркало. Но что же делать, если зеркало разбилось? Прежде всего, аккуратно соберите осколки в совок, не прикасаясь к ним голыми руками. Разбитое зеркало нельзя просто так выкинуть в мусорное ведро. Все до единого осколки, включая самые мелкие, нужно собрать на листе плотной бумаги или в бумажный пакет и аккуратно обернуть его тканью, посыпанной солью. Ни в коем случае ваше лицо не должно отразиться в осколках. После этого можно сложить упакованные осколки в обычный полиэтиленовый пакет и сразу же вынести из дома. Бывает так, что в дом попадает зеркало, купленное в антикварном магазине или, как вариант, доставшееся по наследству. Эти зеркала уже имеют свою долгую историю.
И для того, чтобы они служили вам на радость, необходимо очистить их от влияния чуждых сущностей. Для этого достаточно протереть зеркало соленой водой и на 5-10 минут зажечь перед ним свечу. После этого вы можете смело пользоваться красивой вещью. Зеркало не нанесет вам вреда. Напротив, если повесить зеркало в коридоре неподалеку от входной двери, то оно будет поглощать отрицательную энергию, привносимую извне. Если вам вдруг придется вернуться за забытой вещью домой, то достаточно посмотреться в настенное зеркало, скорчить ему смешную рожицу или показать язык. И тогда никакая плохая примета не затронет вас. Зеркала также полезны в гостиной и кухне, они умножают ваш достаток. Однако не стоит вешать зеркало напротив кровати. Спать, отражаясь в зеркале, всегда считалось нежелательным. Также нельзя держать в доме зеркало, которое видело болезнь или смерть. Думаю, не надо объяснять почему. Лучше и на более благоприятной для зеркала считается круглая и овальная форма, а квадрат и прямоугольник наоборот. Уж очень они напоминают форму двери. Поэтому существует достаточно множество ритуалов с использованием зеркал, но мы научимся сегодня проводить самые простые и действенные. Если вы подозреваете кого-либо в неискренности, подойдите вместе с этим человеком к зеркалу и взгляните на его отражение. На лице на мгновение проступят истинные чувства. Еще один полезный и простой способ защиты от внешнего недружественного воздействия заключается в следующем. Если вы выходите на улицу, возьмите с собой маленькое зеркальце круглой формы. Оно может быть оформлено в стильный брелок или подвеску на сумочке, либо просто лежать в кармане вашей одежды. В общем, вариантов много. Главное, чтобы зеркальная поверхность была направлена наружу, на окружающий мир. И такой оберег надежно защитит вас, отзеркаливая негатив и недобрые взгляды. Но здесь есть одно маленькое единственное условие. Вы должны полюбить это зеркальце, считать его своим маленьким другом, помощником и один раз в неделю обязательно протирать влажной соленой салфеткой. Друзья, будьте благополучны и счастливы. Вот такими сегодня советами, рекомендациями мы хотели поделиться касательно зеркала. Если у вас остались вопросы, обязательно пишите в комментариях под этим видео. Но мы всем желаем мира, благополучия и достатка. С вами, как всегда, канал Эзотерика для тебя, и мы услышимся с вами в следующем видео.